несправедливо. Лечит, лечит нам раны фальшиво. Вместе, вместе мы неторопливо. В небо уходим красиво. Время, время так несправедливо. Лечит, лечит нам раны фальшиво. Вместе, вместе мы неторопливо. В небо уходим красиво. Hello, I'm Srihari from Croatia. I met Radhika on the beach in Narambol in North Goa. She has a certain energy and in a way we recognize each other. And she immediately channeled some information about me, about planets from where I'm coming from. And she told me about stack of energy on my male side of my ancestors, male ancestors. So she made a session to me to clean that kind of male channel, male line of my ancestors, and I feel much better after that. So I'm very happy I met Radhika and she done such a beautiful thing to me. Всем привет! Меня зовут Ирина. В этом году я была в Индии, в замечательном месте Аранболь, где много людей, которые занимаются духовными практиками. Там, на Aesthetic Dance, я познакомилась с Аленой, которая и была организатором. А также она занимается духовными практиками, владеет знаниями о священных писаниях. И в тот момент у меня был в жизни довольно-таки непонятный период, когда было много вопросов о построении отношений, о налаживании отношений с родителями, о своем здоровье, о своем призвании. И мне очень захотелось попасть к Алене на консультацию. На консультации с Аленой я получила очень много знаний полезных о себе, о своем здоровье, о своем предназначении, о том, как наладить отношения со своими родителями и как это повлияет на построение моих личных отношений. Это как ключик к миру, к счастью и гармонии. Алена также своим примером жизни, счастья, любви, знанием своего предназначения очень вдохновляет и указывает путь. Намасте, дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в замечательном, прекрасном месте в Северном Гоа, в Аранболе, и хочу вам сегодня дать очень интересную информацию. Меня зовут Равнянская Елена, духовное имя Радхика Према. Многие клиенты меня знают как Алена. Сегодня хочу вам дать побольше информации о себе, потому что многие люди спрашивают у меня, а как же так возможно преподавать музыку и театр, и быть юридическим доктором, поэтому пришло время рассказать немного о себе. Я родилась в городе Владивосток, получила там же свое образование, музыкальное училище с театральным уклоном. Я учитель музыки по классу фортепиано и дирижирования. Преподаю постановку голоса, иногда уроки театра. Также я написала в своем городе Владивостоке находка много музыки для детских спектаклей и получила звание композитора. Много-много путешествий позволили мне понять, что музыка и театр — это все не просто так. Мне пришлось соприкоснуться с тем, чтобы помогать людям. Я получила свой сертификат об аюрведе в городе Сочи. Сертификат по панчакарме и помощи женщинам в подготовке к зачатию детей. Следующий сертификат я получила в Джаганатпуре, диагностика по вкусу. Эти знания очень-очень интересны людям.
Много лет я изучала ведические писания, и это позволяет мне делать диагностику по пульсу и увидеть последние прошлые воплощения, чтобы помочь людям понять, с каких планетных систем они пришли и каков их путь. Но сейчас я нахожусь в городе Аранболь и изучаю практику экстатик данса. Сначала мне показалось, что это просто гармоничный танец, но много-много месяцев изучения этого танца дали мне понимание, что это тоже определенная практика лечения. Всем привет, меня зовут Павел. Я хочу сказать спасибо за сотрудничество, наверное, можно так сказать, да, за помощь Матаджи Алене. Она чудесный человек, очень добрый, с большим открытым сердцем. Мы иногда не задумываемся о том, как мы видим некоторые вопросы в нашей жизни. Вот, и иногда какая-то точка зрения со стороны очень помогает открыть эти вопросы в новом свете, я бы так сказал. И мне Матаджи Алена очень помогла в плане того, как выстроить собственный рацион питания, я бы так сказал. И еще мне очень помогло ее, наверное, ее точка зрения на то, как правильно, наверное, да, как бы используя законы, скажем так, да, каких-то взаимоотношений между людьми, выстроить отношения с родителями. То есть я вот очень благодарен ей за это, она в этом очень хороший специалист. И если какие-то есть у вас вопросы, связанные с взаимоотношениями, не знаю, вообще в целом отношением к жизни, каким-то вопросам, связанным со здоровьем, вот, с какими-то глобальными там вопросами, может быть, даже духовными, мне кажется, что вы точно очень много можете приобрести, пообщавшись с Аленой, как-то просив у нее совета, может быть, да, и так далее. Вот, поэтому всем всего наилучшего, удачи! Я буду более подробно рассказывать, что это за танец, как он воздействует. Но для меня это стало необычным танцем. То есть это не просто танец, который для развлечения или где люди приходят отдохнуть, пофотографироваться или провести время. Для меня это стало чем-то необычным, потому что этот танец показал мне, что он тоже помогает людям излечить их состояние внутреннее. То есть, имея сертификат юридического доктора, я поняла, что у меня появилась новая практика лечения. То есть, когда человек напряжен, напряжение у него может быть здесь в зоне шеи или напряжение в зоне головного мозга, и он начинает пробовать эту практику экстатик данс, то это напряжение постепенно начинает уходить. Для того, чтобы подготовиться к этой практике, мы сегодня будем делать видео об этом танце, нужно держать в этой зоне знак Ом. И тогда здесь как бы идет балансировка, и ты пытаешься как бы... Вообще практики экстатик данса учат стоя на одной ноге. Когда ты стоишь на одной ноге, то твое тело оно начинает как бы балансировать. И тогда ты можешь сориентироваться, как тебе погрузиться в экстатик. В общем, более подробно об этом процессе через час мы с вами встретимся на танцполе, и обязательно вы все увидите. Я вам скажу, что это потрясающая практика для того, чтобы исцелить внутреннее состояние, для того, чтобы получить умиротворение, для того, чтобы излечить зоны головного мозга. И это теперь стало new процессом для меня. Я теперь буду заниматься экстатиком и помогать людям погружаться в этот процесс. Всего хорошего, до новых встреч через час. Здравствуйте, меня зовут Виталий. Хочу вам рассказать про замечательнейшего человека, настоящую волшебницу. Зовут ее Алена. Живет она на Северном Гоа. Мы с ней познакомились там же, на пляже. Занимается ведической астрологией, ведической психологией, диагностикой по пульсу. Просто волшебница, про нее можно долго, бесконечно рассказывать, но рекомендую к вам попасть к ней на прием.
Вот, она подберет вам, соответственно, вашему типу и питания, занимается гармонизацией энергетических потоков, нормализует потоки родовые. Так что рекомендую к ней обратиться, потому что это действительница, волшебница и профессионал того дела, которым она занимается. Всем пока! Всем здравствуйте! Меня зовут Анастасия, я живу в приморском городе Находка. 3 года назад Алена приезжала в свой родной город, и я прошла у нее курс энергетического массажа, который называется Абхьянга. Этот курс включает в себя промасливание всего тела маслами, топленым, оливковым, либо кунжутным, либо еще каким-то, в зависимости от вашей конституции. После того, как делается этот масляный массаж, тело покрывается порошками, которое состоит из горчичного порошка, нутовой муки, черного перца с добавлением каких-либо травок. Это удивительная процедура, которая гармонизирует ваше тело как на физическом, так и на тонком плане. На физическом плане вы чувствуете расслабление, умиротворение, прилив жизненной энергии. Вы видите мир по-другому, видите, как поют птицы, слышите, как поют птицы, как распускается зелень, как прекрасен этот мир вокруг. Вы наполняетесь какой-то удивительной энергией природы. А на тонком плане у вас меняется, у вас появляется гармония определенная. То есть у вас текут, вы чувствуете, как текут ваши женские энергии, у вас просыпается ваша истинная природа. Эти массажи удивительны тем, что во время сеанса Алена не просто массажирует ваше тело, но она с вами общается именно на женские темы, касаемо вашего женского здоровья, ваших каких-то взаимоотношений, дает вам знания о вашей женской природе. Люди, которые сегодня подошли просто познакомиться с этим танцем, они совершенно ничего не знают. Мы никого не готовили, поэтому давайте будем на месте пробовать и об этом разговаривать. Ну что, вы готовы? Попробуем? И сейчас я хочу рассказать вам этот процесс как доктор. Очень многие называют экстатик данс шаманскими практиками, и ничего шаманского здесь нет. Много тысяч лет назад люди пытались успокоить ум,
потому что ум очень сильный, его невозможно успокоить. Вы знаете, что все проблемы идут от ума. И во время экстатика возможно это сделать. Мы все с вами в этом убедимся. Вы, пожалуйста, пробуйте это делать. Это можно делать не только на танцполе. Бизнесмены могут слушать музыку, сидя в машине, и отключать зоны головного мозга, слушать специальную музыку. В следующих моих видео я буду вам рассказывать, как это сделать подробно. Домохозяйки могут готовить на кухне и тоже слушать эту музыку в наушниках и быть расслабленными. Огромное количество людей могут делать свои практики возле моря, делать свой спорт и слушать экстатик данс. Вот. И я сегодня очень хотела вам показать, что это счастье достигается таким путем, что ум успокаивается, потому что тело приходит в состояние 50 на 50. Душа соединяется с телом. Это танец души. Это великий праздник души. И о том, как экстатик имеет лечебное свойство, я буду вам рассказывать в следующих видео. А сейчас посмотрите, пожалуйста, на этих людей, которые с разных городов и стран здесь, в Арамболе, не думают о коронавирусе, а просто счастливы. Смотрите на них. Добрый вечер. Я нахожусь сейчас в прекрасном месте на земле, в самом лучшем месте. В квартире, в пространстве Алены. И мы только что с ней завершили процесс восстановления родового канала. Мы с ней сняли все блоки, все зажимы, которые у меня были, все старые программы, которые мешали. И я хочу сказать ей большое спасибо, с большой благодарностью в сердце за то, что сейчас происходило. Это не описать словами, это невозможно передать через камеру. Но то, что сейчас происходило, это был невероятно магический, невероятно волшебный и в то же время очень явный процесс, который происходил прямо здесь и сейчас. Я почувствовала на своем теле, как все мое тело, я даже сейчас говорю, у меня прям мурашки поднимаются, как все мое тело очищается, восстанавливается. Я чувствовала поддержку, ту поддержку, которую я не получала многие годы, а может быть и жизни. И я от души вам рекомендую вам хоть однажды встретиться с ней. Мы слушали музыку, которую поставила Алена, и, боже, при закрытых глазах я видела, вам может показаться это нереальным, но я действительно видела Шиву, который танцует, который передо мной пляшет. Я чувствовала его, я чувствовала присутствие божественной энергии. Просто от нахождения в поле рядом с человеком и слушая музыку, которую она выбрала для этого момента. Я вам всем искренне вам желаю хотя бы раз в жизни иметь счастье с ней встретиться, с ней поработать и прожить то, что будет... я рассказываю свой опыт. Для вас это будет ваш опыт, то, что вам нужно. Всего доброго.